Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу вам представить видеоисследование о плетении прямоугольного дна и как вывести донышко на ровные углы стенки. Донышко в прямоугольной корзинке можно сплести разными способами. Самый простой способ – это, который я показывала на корзинке, совсем простенький способ поднятия. Вот на этой корзинке ссылочка у вас на экранах, можно посмотреть, как я делала эту корзинку. Можно или сразу после проплетения ситцем, вот сплели полотно дна ситцем и подняли стоечки, то есть вот здесь вот с боков получается вот так. Донышко ситцем видно, стоечки подняли и проплели. Здесь вот у меня веревочка в 2 трубочки, чтобы не было не выступало вот здесь вот ничего. Сразу подняли и дальше проплели. Или можно сделать окантовочку веревочкой в 3 трубочки. Здесь будет тогда выступать веревочка, ну, как вот здесь вот. Это в принципе то же самое. Веревочка в 3 трубочки будет выступать. Вот она немножко выступает. Да, это. И получается вот как окантовочная еще. Вот это вот способ самый простой. Сплели дно ситцем и сразу подняли. Здесь стоечки вот в углах вышли сразу на угол. То есть мудрить ничего не надо. Подняли, и стоечки, которые мы плели, образовали угол. Здесь немножко по-другому в этих корзинках. То есть вот сплетен некоторый фрагмент ситцем, и идет оплетание дальше веревочкой в 2 трубочки, как здесь у меня, или веревочкой в 3 трубочки. Ссылочка на видео, как плести крышку, как я плела крышку для сундука, вы увидите на экранах. А ссылочку, как сплести сундучок, можно найти в описании под видео. В описании под видео я оставляю много полезной информации, ссылок, а также свои контакты. Заходите в описание. Здесь вот добавляется стоечка дополнительная, которая идет на угол. Если ее оплетать, оборачивать, вот первая веревочка идет для того, чтобы зацепить ее, а потом идут везде все ряды с оборотами. Если сделать мало оборотов, она угол чуть-чуть подтянется вот сюда. Он будет такой вот скругленный. Вот так, скругленный. Донышко для этой корзиночки донышко расчерчивала так с запасом. То есть вот донышко, и я делала сюда, прибавляла полсантиметра. Получилось вот чуть-чуть больше выпирает. То есть для того, чтобы поднять вровень веревочка в 3 трубочки, надо вот с донышка оплести и сразу поднимать. Тогда не будет. Вот здесь вот прям видно, что ряд лишний вышел. То есть для того, чтобы сплести вот эту корзинку последнюю, я расчертила донышко, рассчитала здесь мой квадрат внутренний и доплела ровно по донышку. Про расстояние между стоечками. То есть вот почти 4 сантиметра. Вот оно выглядит так. Здесь уже 3 сантиметра. Выглядит так. Ну, то есть в зависимости от того, а здесь расстояние 2 сантиметра и сплетен коробочек ситцем. То есть он выглядит так. То есть все зависит от того, что вы хотите в итоге получить. Теперь надо разобраться, как вот здесь вот вывести квадрат внутренний, который надо сплести. Вот у меня расстояние здесь 22. То есть я как искала 22, я взяла, там у меня 4, здесь 2, 3 сантиметра. Я делю на 3 сантиметра, получается примерно 7,3. То есть 22 делю на 7, получается 3,1.
где-то 3,1 у меня, я откладываю, расстояние в ячейках делаю 3,1. Получается, вот я край обвожу 3,1 здесь. Эти прочертила линии через 3,1. А здесь на глаз. Ну, вышло здесь, получается, разделить по 3 сантиметра. То есть вот надо поделить вот эту вот часть на более-менее приближенные к вот этим. Чтобы внутри вот здесь вот тоже были одинаковые расстояния между стойками. У меня здесь по 3 вышло. То есть на миллиметр буквально разницы. Вот у меня еще есть такой короб в работе остался. И вот этот вот, от которого от идеи я сплела его. И мне не понравилось, потому что неравномерное расстояние между стойками, которое получается при подъеме на углах, при подъеме за одну, вот здесь вот, где я делала за одну, или за две. Поэтому я решила от этого способа подъема стоек на прямоугольных изделиях вообще отказаться. Потому что вывести стойки ровно очень трудно. На эту коробку у меня ушло всего 250 трубочек. А вот на эту коробку при плетении ситцем у меня ушло 200 трубочек. Подробнее, как я плела этот короб, в этом видео. Форма задана размерами 22 на 15. Я сделала, вот она, 22 на 15. И у меня высота бортика всего 6 сантиметров заданная. То есть там невозможно будет проплести 2 веревочки в 3 трубочки, чтобы спрятать кончики для загибки. И получится, что вот здесь вот при добавлении чуть-чуть вот здесь вот видно будет. То есть вот он у меня не проскочил до конца. То есть надо будет все равно добавлять до конца. Поэтому я наращивать не буду. Я наращу после поднятия стоек. Фиксирую стойки булавками парные. Эту первую я фиксирую с этой стороны от намеченной линии. А здесь посередине. Беру трубочку, закладываю. Следующую, так как у меня будут двойные стойки. Беру третью трубочку. Эти две уже заложены. Теперь третью. Тоже чуть подальше она уйдет в виток. Здесь, когда буду оплетать, спрячу ее. Делаю оборот. Чтобы зафиксировать, теперь уже можно. Фиксирую вверху еще иголочками, чтобы стоечки не ушли. Дошла до места отмеченного, выпускаю одну стоечку. Теперь здесь уже особо фиксировать не нужно, поэтому переношу следующую трубочку. Еще одну, потому что стойки двойные. Чтобы крайне не смещалось, надламываю в нескольких местах, укладываю ровненько и не тяну больше. Все, она лежит. И плету дальше. Еще заложила трубочки для веревочки в 2 трубочки, 2 штуки, и оплетаю. Первую плиту, первый круг веревочки добавляю вот в угол сюда для угловой стойки, чтобы потом не прокалывать их.
Можно потом оттянуть веревочку, добавить. Я сразу добавлю. То есть это будет вот так выглядеть угловая стоечка. Можно, если боитесь запутаться, проплести ряд веревочкой и потом добавить. Здесь главное вот 2 подхватить и нижнюю тоже. Доплела до начала, закрываю ряд. Закрыла ряд. Все. И пошла плести 2-3 ряда ровно до очерченной линии. В каждом ряду надо будет делать обороты. Обязательно, иначе не выйдет ровный угол. Для того, чтобы он был ровный, надо угловые стойки оборачивать. Поворачиваю чуть-чуть оборот. Здесь самое главное, чтобы стоечка не ушла вот сюда, потому что расстояние здесь маленькое. Еще надо будет добавить в середину по одной стоечке, потому что при подъеме должно быть 3 стойки, чтобы образовать угол. Поэтому добавляем в середину еще одну стойку по всем углам. И так как у нас будут темные стоечки, надо поменять цвет. Здесь 3, поэтому 2 мы наращиваем, верхнюю, нижнюю, как вам удобнее будет. А одну просто срезать. Получилось у меня 5 рядов веревочки, 2 трубочки. Проплела ровно по своей заготовке. Переворачиваю плетение. Рабочие трубочки ввожу вовнутрь. Надо будет. Беру форму, привязываю форму резинкой. Поднимаю стоечки. Если стоечки во время плетения сильно высохли, их надо увлажнить, размочить. У меня просто они не успели еще высохнуть. Три угловые поднимаю. Формирую сразу треугольничек. 2 и 1 сверху. Вот так. Проминаю. И дальше. Поменяла цвет. Докладываю еще одну. И поднимаю стоечки веревочкой в 3 трубочки.
Закрываю веревочку в 3 трубочки ряд. 2 перед, 1 за. И тут также. Теперь для окантовки проплету еще обратную веревочку. Закрываю ряд веревочки в 3 трубочки. Первая, вот она у меня сошла. Первая сошлась, вот она вышла. Теперь мне прикрывает дорогу вот одна под одну. И следующий виток вот под 2. Устанавливаю круг. Ставлю на круг. Сейчас все выровняю. Теперь утяжеление. Так, подтягиваю веревочку. Так как у меня четное количество стоек, я буду дальше плести ситцем 2 сразу вдогонку. Меняю цвет. Поторопилась еще, пока лежа удобно срезать стойки сразу. С левой стороны я силиковую трубочку наращу для загибки, а с правой стороны половинки не наращиваются. Значит, с правой стороны могу полностью срезать одну стоечку туда поглубже. И добавить вот половинки. Так наращивать лежа легче, поэтому еще ряд я проплету лежа перед тем, как поставить. Здесь плету, как обычно, ситец. Уголок выдерживаю с самого начала. Вот он здесь уже сформировался из 3 стоечек домиком, треугольничком. И стоечка здесь идет, я ее подламываю, чтобы был как можно острее. Иначе, если вы просто ее, она стянет вам стойки. Окантовочная идет веревочка в 3 трубочки обратная, для того, чтобы сейчас розга повторила вот этот вот узор. Закрываю ряд. Все, можно вынуть форму. Обрезаем рабочие трубочки перед плетением. Они уйдут в розгу. Обрезаем стойки с правой стороны. Делаю розгу. Сложила трубочки дополнительные и начинаю плести розгу. Закрываю.
Я сплела перегородку. На одну перегородку где-то 20 трубочек у меня ушло. Сплела перегородки. Я их на ночь загрунтовала, положила под гнет. Они высохли. И сейчас буду крепить. При плетении вывела оба кончика вниз, потому что, чтобы вот так вот они вниз ушли. Устанавливаю перегородки. Вставляю зубочистки, чтобы они вот вошли сюда, внутрь. Проливаю клеем. При высыхании клей станет незаметным. Сейчас он туда прольется. И так как чуть-чуть они видны здесь остаются, я вот чуть-чуть их туда, чтобы они здесь были не видны, не выступали. Прячу. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Подписывайтесь на мой канал. Находите меня в социальных сетях. Контакты я оставляю под видео. Я приглашаю вас всех на занятия по плетению, которые проходят в формате закрытых эфиров. Для того, чтобы получить ссылки на эти эфиры, смотреть их в записи, участвовать в эфирах, надо оформить спонсорство на моем канале или вступить в мою закрытую группу ВКонтакте. Эфиры проходят дважды в неделю. Я очень буду рада вас там увидеть. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.